Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 9 апреля, воскресенье. И прежде всего всех моих зрителей, которые отмечают в эти дни Пасху, я хочу поздравить с этим светлым праздником и пожелать всего самого наилучшего. Ну и самое главное, нужно помнить, что с этого дня, Дня воскрешения Иисуса Христа, в мире силы добра, силы света превалируют над силами зла и тьмы. И поэтому мы должны с еще большей уверенностью смотреть в будущее и верить, что мы в конце концов победим. Ну а сегодня я хотел бы с вами обсудить важнейшую тему, которая разворачивается. Это даже не тема, это, я бы сказал, сенсационный материал, который, безусловно, войдет в историю. Эта история разворачивается буквально на наших глазах. Каждый день, если не каждый час, появляются все новые материалы по этому поводу. И это все будет оказывать большое влияние на войну в Украине. И затрагивает он Соединенные Штаты, Украину, Российскую Федерацию и целый ряд других стран. Ну, вы, наверное, поняли, что речь идет о внезапном появлении огромного количества секретных и совершенно секретных документов в Вашингтоне, которые, утекли из правительства Соединенных Штатов Америки и стали достоянием гласности. Когда это произошло, когда впервые несколько десятков этих документов появились в публичном пространстве в прошлый четверг, сразу начались обсуждения, кому это выгодно. То есть первая мысль, которая пришла в голову, это активное мероприятие. Сразу начали искать ту сторону, которая это совершила. То есть кому это выгодно, кто кого хотел обмануть и так далее. Затем, буквально на следующий день, появились десятки, то есть в общей сложности сейчас опубликовано более 100 документов, и наиболее скептические представители правительства Соединенных Штатов предполагают, что их может быть еще больше. Так вот, исходя из того, что вот сейчас стало известно, тема и подозрение о активном мероприятии или о специальной утечке этих материалов для того, чтобы кого-то ввести в заблуждение, но как-то все постоянно теряет свою актуальность. Это был действительно провал. Один из крупнейших в истории американского правительства. Я не говорю, что в истории американских спецслужб, потому что спецслужбы, по большому счету, здесь, в общем-то, и ни при чем. Утечка произошла из Пентагона. Это документы, в основном, которые готовились для информирования генерала Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов. Ну и вместе с Милли доступ к нему получили десятки, если не сотни сотрудников соответствующих ведомств, то есть военного ведомства, спецслужб, которые имели, и правительственных учреждений, таких как Госдепартамент, Белый дом, те, которые имели соответствующий доступ к секретным материалам. Ну и плюс был значительное количество материалов из этого пакета, был, судя по всему, направлен в свое время и другим странам, союзникам США. Ну, прежде всего, это так называемые 5 сестер или 5 пар глаз. То есть это неформальное объединение разведслужб Запада в составе США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Ну и, судя по всему, еще ряду государств, по крайней мере, членов НАТО. То есть, вроде бы, судя по всему, вот по этой информации, утечка могла произойти в любой из этих стран. Но это не так. Или, вернее, не совсем так, потому что среди
опубликованных документов есть документы с грифом «No foreign», что значит «не для иностранцев», не для граждан иностранных государств, значит, не для иностранных, для других государств, что говорит о том, что эта утечка произошла из Соединенных Штатов Америки, и еще более конкретно, судя по всему, утечка произошла из серверов Пентагона. То есть, вот как на настоящий момент это выглядит, какие-то лица скинули с этих серверов информацию себе, там на какие-то носители. Затем ряд этих документов был распечатан. Затем из них сделали слайды. Ну и таким образом вот часть из них выглядит в виде вот этих фотографий, а часть этих документов это просто вот в электронном виде документы, которые скачали с серверов. Случай беспрецедентный. В настоящий момент удалось в поисках, кто это сделал, удалось установить следующее. Впервые эти документы, пакет этих документов был обнаружен 28 февраля и 2 марта. Там разные части этого пакета. В социальной сети Discord. Это такой форум, на котором общаются любители, прежде всего американские любители электронных игр. А еще более конкретно игры под названием Майнкрафт. Майнкрафт – это игра, ну, что-то вроде Лего, только в электронной форме, в компьютере. Играют люди, начиная, ну, где-то с 13 лет и дальше. Говорят, пределов нет. Но по моим наблюдениям, значит, где-то так стихает интерес к этой игре, где-то 15, 16, 18 годами. Я почему знаю, я подарил в свое время эту игру своему крестнику. Вот ему было 15 лет, он поигрался где-то до 17. Потом перешел на стрелялки. Call of Duty там, и другие. Ну вот, то есть вот какая аудитория, вот какой контингент лиц, который там общался. Это не значит, что они все кинулись и начали их читать. Судя по всему, этот батч, этот пакет документов просто валялся на этом сервере. Сервер, кстати, назывался WowMao, что, ну, позволяет в какой-то степени, если это не шутка, предполагать, что там какой-то китайский след был, хотя пока он не установлен. Итак, спокойно эти документы там валялись до прошлого четверга. Вернее, не до прошлого четверга, а чуть-чуть раньше, несколько дней до прошлого четверга. Из Дискорда вот одно и то же лицо. Его, кстати, нашли, это лицо, потом о нем расскажу. Это лицо, которое скинуло сначала в Дискорд, потом перебросило это в другой паблик, другой форум под названием 4chan. Вот это уже интересно, потому что 4chan это форум для конспирологов и самых таких кондовых трампистов, вот, типа МАГА. Это те люди, я почему об этом говорю, потому что он стал известен при Трампе, особенно в последние месяцы его пребывания у власти, когда вот именно на этом канале, на этом форуме разгонялся проект QAnon. То есть это был совершенно идиотский проект, согласно которому в мире существует какой-то князь света, такой демиург всего человечества, который ведет борьбу против сил глобального зла, который персонифицировали демократы-педофилы Соединенных Штатов Америки во главе с Хиллари Клинтон. Ну, это я вам рассказываю их точку зрения. Им противостоял рыцарь света Дональд Трамп. И вот этот QAnon якобы руководил всеми процессами, дергал за ниточку, и все должно было закончиться триумфальной победой Трампа и его второй срок президентский. Все это рухнуло. В Соединенных Штатах даже был документальный фильм в 4 сериях о вот этих людях, которые придумали это QAnon. Ну, так вот откровенно сказать, это,
ярко выраженные дегенераты. Что самое интересное, что в эту дегенеративную идею поверили сотни тысяч, если не миллионы, самых отмороженных сторонников Трампа, которые свидетельствуют прежде всего о их IQ и IQ их лидера. Так вот, вот туда переброшен был этот пакет документов. Он там тоже немножко полежал, а потом его задвинули в Твиттер и в Телеграм. И тут-то все и началось. Значит, причем, что интересно, вот после того, как документы были скопированы или переведены с Дискорда, то есть с первого своего пункта пребывания, в QAnon, в этот протрампистский центр, что ли. Так вот, вот после него в нескольких документах появились признаки того, что их изменили. Касается это изменения всего 2 цифр. Значит, после их изменения количество погибших в боях в Украине, военнослужащих Российской Федерации, было уменьшено с 43 тысяч, примерно, там 40 тысяч с чем-то, до 17 тысяч, а цифра погибших с украинской стороны была увеличена примерно с 17,3 тысяч до более 70 тысяч. То есть вот один этот единственный факт позволяет, то есть указывать на то, что вот где-то вот на этом этапе к документам к этим прикоснулись лица или рука людей, которые близки были к Российской Федерации. Это был идиотский ход изменения этих 2 цифр, потому что оригинал-то сохранился, и сразу видно, что вот фальшивка, подделка. То есть сразу можно хватать за руку и смеяться над, значит, кремлевской пропагандой. Ну и, с другой стороны, это просто показывает идиотизм. Ну, зачем же так подделать, если никуда нельзя, если нельзя уничтожить оригинал? Но, по большому счету, это вот единственный факт, который свидетельствует о том, что в процессе движения этих документов к ним прикоснулась рука или российских спецслужб, или российских кремлевских пропагандистов. Ну и затем в четверг уже они попали в распоряжение Нью-Йорк Таймс, во всяком случае, часть документов из Телеграма, Твиттера, она забила набат, в Пентагоне вздрогнули и уже в пятницу перекрыли, не просто там начали лихорадочно изымать эти документы со всех пабликов, но и перекрыли вообще весь канал обращения секретных документов Соединенных Штатов Америки внутри страны и между США и за рубежом. То есть это совершенно беспрецедентный ход, который свидетельствует о том, что дело серьезное. Начали искать, от кого это пошло. Нашли вот этот владелец аккаунта, который впервые выложил эти документы в Discord. Судя по всему, его фамилия не называется, возраст тоже нет. Человек проживает в Южной Калифорнии. И, судя по всему, это подросток. Потому что журналисты пришли к его дому. Значит, оказалось, что его родители в разводе, живут поблизости. Сначала пришли туда, где живет отец. Он открыл дверь и сказал: «Я ни с кем ни о чем не разговариваю», и закрыл дверь. Пошли к дому, где проживает мать, стучали в дверь, никто дверь не открыл, никто не вышел. Но, наверное, вот там и проживает мать с своим сыном. Ну и, судя по всему, значит, не только журналиста, а и ФБР, который проводит расследование, уже нашло этого подростка, наверное, это подросток, раз проживает то ли с матерью, то ли с отцом. И, судя по всему, его уже допрашивают. То есть вот самое интересное, откуда этот любитель Майнкрафта, игры в Лего по компьютеру, получил эти документы, кто их дал. Далее, значит, сегодняшних последних сообщений представитель Пентагона высказал мнение, что вот эти все документы, они, видно, пропали, вернее, утечка произошла в одном конкретном месте.
И вот сейчас пытаются установить, где это произошло. Ну, слава богу, потому что, в принципе, разброс документов такой, их обвиняет только одно, что так или иначе они касаются в основном войны в Украине. Это то, что их объединяет. Но они настолько разбросаны, тема и топики, которые они освещают, фактически по всему миру, но потому что война стала глобальной. То есть где-то надо искать в отделе, который имеет выход на вот этот конкретный сервер, где в какой-то момент был сосредоточен весь вот этот пакет документов, предназначенный для брифинга главного человека военного в Соединенных Штатах Америки, от которого очень зависит многое из того, что происходит на поле боя в Украине, и что произойдет в ходе ближайшего контрнаступления. В документе было сделано несколько важных заявлений, я бы сказал, не заявлений, а выводов, которые имеют стратегический характер. Например, 23 февраля в документе прогнозируется, что война на изнеможение будет России в конце концов проиграна. Это трактуется как ошибка, стратегическая ошибка Путина. Этот вывод сделан, прямо выделен большими буквами, жирным шрифтом, то есть он должен бросаться в глаза. Один из важнейших стратегических выводов для Соединенных Штатов. Вывод сделан на основании информации, собранной при помощи, есть у них такой офис, называется офис космической разведки, или НРО, National Reconnaissance Office, который заправляет целой мириадой новейших американских спутников, которые вот висят по всему миру, в частности над Украиной, и которые оказались потрясающе, просто потрясающе эффективными. Ну и кроме того, этот вывод был, как указывается в этом документе, вывод был сделан также на основании перехватов электронной разведки, то есть Агентства национальной безопасности. И, как правило, информация, полученная путем перехватов, она считается более надежной, более достоверной, чем информация, полученная от агентурных источников. Это традиционно. Вот такой интересный вывод, который лично мне очень нравится. Теперь, сейчас эти документы изучают и в Пентагоне, пытаются все-таки определить, как произошла эта утечка, а также средства массовой информации Соединенных Штатов пытаются определить, кто проиграл в результате публикации этих документов, кто выиграл, если вообще кто-то выиграл. Но я вам выскажу свое мнение, потому что некоторые из этих американских изданий, которые сейчас об этом пишут, они консультировались в том числе у меня по этому поводу. Так вот, я вам выскажу свое собственное мнение на основании тех разговоров, которые я имел здесь с представителями средств массовой информации. Но возникает вот такое впечатление, или даже предварительный вывод, что вот так вчистую не выиграл никто. Каждая сторона где-то проиграла, но где-то и выиграла. И с моей точки зрения, в большей степени, чем любые другие страны, проиграла Россия. Сейчас я вам объясню, почему. Смотрите. Проблемы для Соединенных Штатов. Колоссальная проблема. Соединенные Штаты еще раз показали, что они не умеют хранить секретную информацию. Это очень плохо. Но хорошо, с иронией я вам говорю, хорошо то, что ни для кого это не секрет. Сколько существует Соединенные Штаты Америки, столько идет эта история. С Первой мировой войны, когда созданная инициативная группа в составе военно-морского флота, Министерства ВМС Соединенных Штатов во время Первой мировой войны, они расшифровали коды противника германского флота и притащили к министру военно-морского флота, который посмотрел, увидел шапку, что это расшифровка немецких, шифротелеграмм,
бросил ее, значит, обратно к тому, кто принес, и сказал: джентльмены не читают телеграммы других джентльменов. И разогнал эту группу. Ну, когда я работал в американском отделе, тут был случай, когда представитель, как потом оказалось, ЦРУ однажды перебросил пакет какой-то через забор комплекса посольства Советского Союза, жилого комплекса. Тогдашний резидент Дмитрий Иванович Якушкин боялся, что там может быть бомба, вызвал полицейских, полицейские привели ФБР, чтобы обезвредить эту бомбу. Раскрыли пакет, там оказалось несколько документов под грифом «секретно» из ЦРУ и записка. У меня их много таких. Если хотите, давайте, вот выходите навстречу тогда-то, тогда-то. Ну, естественно, ФБР вышло навстречу с этим чайником. Пришли к нему домой, у него в гараже оказалось в общей сложности около 2 тонн. 2 тонн вот таких документов, которые он вытаскивал из ЦРУ. После этого, значит, этим шалил Олдридж Эймс, ну и прочее. Это какой-то просто кошмар. И когда мы обсуждали, вот, ну как же так можно? Я помню, сотрудники нашей резидентуры, они заходили, тогда еще можно было, потом в середине 80-х это перекрыли, эту лавочку. А до этого можно было, это в разгар холодной войны, зайти в Пентагон без всякого пропуска. И вот один из наших оперов, потом он стал за это генералом. Он обычно так вот ходил по коридору, потом смотрел, когда из какого-то кабинета выходит большая группа людей. То есть есть такие основания полагать, что раз большая группа вышла, значит, там никого нет. Не забирались двери абсолютно. Вот они выходили, он приоткроет дверь, посмотрит, никого нет, заходил, лежат документы на столе, он их под этот самый пиджак и выходил. Несколько раз он такое предпринимал. Однажды эти документы у него выпали из-под пиджака прямо на пол, когда он уже выходил. И там сержант стоял, афроамериканец, который, так опешивший, посмотрел, увидел все это. И наш герой, ну это он рассказывал, естественно, свидетелей не было, значит, ему сказал этому сержанту, говорит: ну что смотришь-то? Ну, помоги поднять. Опешивший сержант якобы поднял, собрал и отдал. И герой принес это все в резидентуру. То есть, насколько точно это все он передал эту историю, одному Богу известно, но генерала он получил. Но, правда, он все равно плохо кончил. Его в конце концов, значит, сняли с должности начальника отдела и отправили в учебку. Так вот, значит, но в то же время, да, не умеет хранить. И мы когда обсуждали, ну как же может существовать такая страна? Может, она настолько громадна, это существо настолько громадное, что может просто раздавить противника, несмотря ни на что. У нас даже шутка ходила после развала Советского Союза. Она заключалась в следующем. КГБ выиграла холодную войну, действительно. То есть у нас были такие агенты, при помощи которых вся агентурная сеть ЦРУ в Советском Союзе была уничтожена, выявлена и уничтожена. Олдридж Эймс, потом Боб Хэнсон. Ну вот. Не осталось у ЦРУ никого. Победа с сухим счетом. Но Советский Союз с треском эту холодную войну проиграл. ЦРУ с треском проиграл эту войну, но Соединенные Штаты выиграли. Вот такая ситуация. Поэтому, да, не умеет хранить. Ну да, вот опять опростоволосились. Опять будут проблемы какие-то с союзниками, но они такие мелкие, они будут решены, эти проблемы. В общем, это не смертельно. Не смертельно. Причем, что еще плохо для Соединенных Штатов Америки? Значит, эти документы показали, что опять очередной раз, что Соединенные Штаты ведут разведку против всех. И против врагов, и против союзников. Ну а что делать? Агентство национальной безопасности, оно перехватывает все по всему миру. То есть, когда идет информация, поток электронной информации, там, перехват телефонных переговоров, там же никак не поставишь какой-нибудь датчик, чтобы он определял свой-чужой. Вот наш говорит, знаете, как в самолетах, там, свой летит, значит, нельзя сбивать. А тут тоже вот, поднял трубку свой, где-то в Южной Корее, окей, не будем записывать. То есть, такое невозможно. Записывается все. В результате Корея, перехват какого-то телефонного разговора привел к тому, что вот один из документов пишет,
что мы работаем сейчас с Южной Кореей с тем, чтобы она поставляла боеприпасы, а возможно и танки в Украину через Польшу. Вот такой вот, знаете, нюанс. Неудобно, конечно. Нельзя было бы прослушивать, союзник все-таки. Но, с другой стороны, что касается нас с вами, дорогие друзья, то это подтверждает то, что я вам дважды рассказывал. Один раз совсем недавно, буквально пару недель назад, о вот этой идее поставки южнокорейских артиллерийских снарядов, а возможно и танков, вот это 1000 танков К-2, которые вскоре должны появиться, ну, со временем, скажу так, в Польше, а снаряды вот буквально сейчас. То есть ЦРУ подтверждает, господа, вернее, Агентство национальной безопасности подтверждает наши с вами спекуляции на эту тему. Турция. Опять, значит, с Турцией. В Турции на основании того же перехвата электронного Агентства национальной безопасности получена информация, что Вагнер вступил в контакт с какой-то компанией турецкой, негосударственной компанией, чтобы закупить у них оружие для применения в Украине и в Мали. Более того, правительство Мали Вагнер хотел использовать правительство в Мали в качестве подставной стороны, через которую могла бы пойти эта транзакция. Но тут вдумайтесь, интересно. Вагнер, Пригожин, вроде лицо, приближенное к Путину, вроде такой он там важный. Но что из этого следует? Из этого следует то, что или в России нету оружия вообще, или его настолько мало, что дают прежде всего вооруженным силам, потому что им не хватит, и не дают или не хотят давать Вагнеру, не хотят давать Пригожину. А может, там внутренние какие-то интриги. Но это интересно, что Вагнер лезет в страну НАТО для того, чтобы, значит, получить для себя оружие, чтобы сражаться на Донбассе против ВСУ. Ну и в Турции тоже ситуация. Пока неизвестно, чем это все закончилось с турками. С ними, видимо, как-то будут выяснять. Но если окажется, что вот эти переговоры шли с разрешения турецкого правительства, то есть Эрдогана, то это будет уже совсем другая, господа, история. То есть тогда будет, что страна НАТО, страна, которой руководит господин Эрдоган, вела переговоры с Российской Федерацией для поставки оружия против Украины, а значит, это против Соединенных Штатов, против других стран НАТО. Короче говоря, это скандал. Против Украины. Значит, разведка велась и в Украине, и продолжает вестись, в чем я уверен, но я дальше вам об этом подробнее расскажу. Здесь также были раскрыты новейшие технологии, которые применяют Соединенные Штаты в Украине. Применяют против вооруженных сил Российской Федерации. В частности, новейший разведывательный спутниковый комплекс «Лапис». Это такое чудо, самое новейшее спутниковая разведывательная система на службе ЦРУ, строжайше засекреченная, и вот там в этих документах была информация, были снимки, полученные с помощью этой системы, и они позволяют предположить, когда она наиболее эффективна. И так, когда она в основном применяется, и специалисты говорят, что это может позволить российской стороне предпринять какие-то ответные меры с тем, чтобы замаскировать свои действия. Вот, собственно говоря, что касается неудобства, неприятностей для Соединенных Штатов Америки. Серьезное, но не смертельное. Проблема для Российской Федерации гораздо более серьезная. Как говорится в одном из анализов по поводу этих документов, американское разведывательное сообщество настолько глубоко проникло в российские вооруженные силы и их командование, что может заранее предупредить Украину о нападении и достоверно оценить сильные и слабые стороны российских войск. Но если быть конкретными, то эти документы показывают, что американская разведка проникла. Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации получает оттуда информацию о тех планах конкретных. Там были документы, которые конкретно говорили, вот такой-то дат, в такой-то день, в такое-то время
россияне запустят примерно такое количество там, ракет или нанесут другой там, бомбовый удар по вот таким-то объектам. И сообщали это заранее украинским вооруженным силам Украины. Далее. Американская разведка проникла и в ГРУ, российское ГРУ. В частности, там шла информация о том, как ГРУ работает в Африке, проводя кампанию дезинформации и оказания давления на местных руководителей, князьков, царьков, с тем, чтобы они заняли позицию против оказания военной помощи Украине. Но опять-таки, может быть, кто-нибудь скажет, ну, это не так важно, но это же просто какой-то небольшой пакет сравнительно документов, которые фиксируют буквально информацию, прошедшую в течение нескольких дней. Там, наверное, есть и другое, более важное в отношении проникновения в ГРУ. Вагнер. Очень глубоко проникли в Вагнер. Но я уже рассказывал, значит, что Вагнер вел переговоры с турками и так далее. Очень-очень важная и очень щепетильная информация. Еще одна очень важная информация, которая касалась уже не только Российской Федерации, но и Китая. Я думаю, это важно будет вам услышать. ЦРУ выпускает ежедневно сводки для президента, Daily Briefings, а также дело выпускает World Intelligence Review. Это не только для президента, но и для других высокопоставленных руководителей страны и политиков. Так вот, там есть такой абзац, что Китай может пойти на оказание военной помощи России и может увеличить другую ей предоставление другой помощи, если сочтет, что Украина перешла какую-то красную линию в атаках или в наступлении против России. Эта красная линия заключается в том, что если Украина перейдет границы и начнет массированно обстреливать территорию Российской Федерации американским оружием, то Китай может посчитать, что таким образом Соединенные Штаты фактически напали вместе с Украиной на Российскую Федерацию, ну и тогда Китай будет считать себя свободным, это обязательство быть нейтральным в этом деле, и начать оказывать помощь России. Таким образом, вот лично для меня это новая вот такая постановка вопроса, потому что раньше, помните, сколько было разговоров, и все думали, что американцы, в газетах об этом писали, что американцы опасаются, что Россия может там нанести ядерный удар в ответ, и если будет Украина бомбить объекты на российской территории. Но тут вот, оказывается, и Китай может предпринять вот такие вот действия. Это необходимо принимать к сведению. Проблемы, да, то есть вот суммируя проблемы для Российской Федерации, они, конечно, глубинны, особенно сейчас. То есть это массированное проникновение американской разведки, а значит, ВСУ, потому что все это американцы собирают прежде всего для ВСУ. Массированное проникновение в важнейшие центры принятия решений управления войсками на всех уровнях Российской Федерации. Спутники видят, что происходит в реальном времени, передвижение всех войск на поле боя. Тут же сообщается это ВСУ. Да, там, что мы с вами говорили. В общем, планы, которые разрабатываются в Генштабе, становятся известными за несколько дней до того, как они будут осуществлены. И это все накануне контрнаступления ВСУ. Ну, то есть это ужасная ситуация для Мордора, просто ужасная. Самый большой ужас в том, что тут мало что можно изменить.
То есть тут уже даже фиг найдешь. Времени уже не осталось для того, чтобы просто определить, откуда же уходит эта информация в таких количествах и на такой глубине. То есть просто в Москве должны быть в замешательстве. И, кстати, я заметил признаки этого, явные, не то что признаки, откровенные признаки свидетельства этого замешательства, посещая очередной раз 6-ю палату, соловьиные пометы для измерения, для замера там температуры. Проблема для Украины, они тоже есть. Две главные проблемы. Первая. Документы якобы показывают, что у Украины гораздо меньше снарядов, боеприпасов, чем у России. Но тут опять-таки вот те, которые пишут эти статьи для американских газет, они не учитывают всю полноту информации. В документах этих указывается, что Украина в среднем делает 7,7 тысяч артиллерийских выстрелов в день. То есть примерно одно орудие ВСУ стреляет каждые 6 секунд. А у России примерно в 3 раза больше выстрелов. Ну, из этого делается вывод, что, видите, вот 3-1. Но, если не учитывается то, о чем мы с вами обсуждали, на основании информации, полученной из других открытых источников американских, о том, что коэффициент эффективности использования артиллерии в ВСУ 4 раза лучше, чем использование артиллерии вооруженными силами Российской Федерации. Я вам напомню, что согласно подсчетам американских аналитиков, из 10 выстрелов Россия поражает 2 объекта, а ВСУ при помощи более совершенных артиллерийских систем из тех же 10 выстрелов поражает 8 объектов. И вот если это сопоставить, то есть в 3 раза больше Россия, да, допустим, имеет снарядов, в 3 раза больше их стреляет, но коэффициент у Украины в 4 раза лучше, поэтому у нее так по большому счету преимущество. Плюс, имейте в виду, что это все это февраль месяц. Одна из, по-моему, 2 марта, это последний документ датирован, а в основном в февраль месяц. И после этого, вот тоже надо отдать должное американцам, они не просто написали это, зафиксировали и все. Вот после этого, как вы помните, и поперло нескончаемым потоком американское оружие и боеприпасы. После этого были приняты решения, согласно которому ЕС отдает Украине 90% всех своих артиллерийских снарядов в течение вот буквально ближайших месяцев. То есть процесс уже пошел. Американцы и натовцы, они реагируют, они действуют на основании того, что здесь изложено. Вторая проблема, Украины – это проблемы противовоздушной обороны, тех же самых снарядов. Причем наиболее уязвимым здесь считается ПВО поле боя, то есть нижний уровень. Считается, что они даже даты называют, там, когда могут закончиться эти боеприпасы, повторяя это. Вот тогда было по состоянию на февраль, с тех пор все изменилось. Так вот, значит, даже указывались даты, что они где-то, одни боеприпасы в апреле в конце, другие в конце мая могут закончиться. И если они заканчиваются вот в этой системе ПВО поле боя, тогда больше придется использовать систему ПВО 2 и 3 эшелона, это вот, которые по более высоким целям должны стрелять по самолетам, по ракетам. Вместо этого они будут использоваться против беспилотников. То есть это подорвет еще и системы ПВО 2 и 3 уровня. Самолеты российские смогут вальяжно летать в украинском пространстве воздушном. Но это очень плохо. Американцы тут же начали действовать, европейцы. Уже пошли вот последние пакеты помощи. Как они, я не знаю, что это на самом, как это по-русски звучит или по-украински. В общем,
По-английски это звучит, если прямой перевод, это артиллерийские установки или зенитные установки на траке, расположенные на колесной платформе. Ну, наверное, такие, как вот иногда на крышах зданий, вулкан, что ли, как они там называются. Я вам когда-то рассказывал в Корее, помните, там на всех небоскребах Сеула установлены вот такие установки стационарные, а здесь на автомобильном транспорте. То есть вопросы решаются достаточно быстрыми темпами, но самое главное преимущество Украины, что вытекает из этих документов, у нее колоссальное преимущество в разведке, благодаря тому, что на нее работает американская и вообще натовская вся разведка. Как я вам до этого доложил, в чем это преимущество, оно колоссально. А это один из важнейших компонентов предстоящего наступления, который, учитывая наличие высокоточного оружия у Украины, зная координаты, задача решается гораздо проще и легче. Что интересно еще? Я вам сказал, значит, что одна из проблем для Америки заключается в том, что она следит и за своими союзниками. Одним из этих главнейшим союзником является Украина. То есть, судя по документам, Соединенные Штаты следят, вернее, собирают информацию, на основании которой им нужно понять, какое оружие необходимо Украине сейчас или в какой-то конкретный срок. Какое именно, в каком количестве, чтобы принять соответствующее решение. Проблема эта возникла с самого начала еще, потому что, как я это понимаю, об этом писала американская печать и раньше. Вот, как ни парадоксально, но оказалось, что американские спецслужбы знают о российских вооруженных силах больше, чем о ВСУ. Но американцы отнеслись, потому что украинская сторона, во всяком случае, в начале, неохотно раскрывала всю полноту информации. Американцы отнеслись с пониманием, которое заключалось в том, что ВСУ были настолько слабы, видимо, что просто не могли все раскрыть, всю глубину этой слабости из опасения, что американцы просто перестанут помогать, откажутся, сочтя это предприятие совершенно бесперспективным. Но потом ситуация улучшилась. То есть на уровне взаимопонимания между военными ведомствами, не военными ведомствами, а между командованием ВСУ и руководством Пентагона и некоторых других стран НАТО, в частности Великобритании, установилось полное взаимопонимание. И именно здесь, как мы с вами неоднократно обсуждали, и так это и есть, здесь обсуждается вопрос, что за операция, сколько надо и какого оружия, и когда оно должно быть поставлено. Вот что. То есть в военном плане все сейчас, в принципе, налажено, сотрудничество полное. А вот что касается гражданских властей, то, я вам скажу так, гражданским властям Украины надо совершенно четко понимать, что большой брат, что они находятся под колпаком большого брата. И если этот большой брат перехватывает электронные переговоры где-то там, в Южной Корее, то, что касается Украины, перехватывается все и вся. И если исходить из того, причем спасения от этого нет, если только вот коррупционеры на высших должностях в Украине хотят что-то суперконфиденциальное себе друг другу сообщить, но разве только они должны это делать в бункере, под землей, наглухо запершись и убедившись, что там нет никаких приборов, потому что нет такого мессенджера, судя по всему, телефонного, который может их спасти. Пример, скандал, который сейчас разгорается в Украине, в связи с разоблачением связи
бывшего первого зама председателя СБУ, Наумов, затем Кулинич. И вы помните телефонный разговор Сивковича, этого агента российских спецслужб, с Кулиничем, высокопоставленным руководителем СБУ. Этот разговор был перехвачен американцами. Этот разговор они вели через Трима. Это один из новейших и, как до сих пор считалось, надежнейший мессенджер, практически непробиваемый. Это так считалось. Оказалось, что для Агентства национальной безопасности нет ничего непробиваемого. И они передали эту информацию. А если бы не передали, то до сих пор бы о том, что Наумов, Кулинич были фактически агентами российских спецслужб, возможно бы никто бы в Украине и не знал. Вернее, знали бы, но сидели бы и молчали в тряпочку. Поэтому цель, я считаю, что это позитивное очень явление, что Соединенные Штаты, они следят за действиями киевских властей. Они следят это с точки зрения коррупции. То есть вот все, о чем сейчас говорят в украинском информационном пространстве. Гео Лерос, другие, Юрий Бутусов, значит, то, что делает, публикует ДБР и так далее. Ничто не проходит бесследно. Все это ложится в соответствующие папочки. Сейчас время такое. Вот действительно, как говорят, не на часе. Сейчас надо выиграть войну против внешнего врага. А потом будут подняты вот эти перехваты эти все, и будут подняты документальные доказательства. И поэтому, исходя вот из изложенного, коррупционерам, которые там радуются, что им там одному Уоллес, министр обороны Великобритании, пожал руку, и он счастливый. А другому аж сам президент Байден пожал руку, он процветает, от счастья сияет. Постоянно нужно помнить о таком персонаже, как Мануэль Норьега, бывший лидер Панамы, глава Национальной гвардии, человек, который работал на ЦРУ, даже был на контракте у ЦРУ. С этим он поднялся, он не занимал должность президента, но он фактически управлял государством. И он, как любил говорить в узком кругу, будучи президентом Леонид Кучма, он оборзел просто. Он думал, что ему все позволено. Он перешел через красную черту и начал поставлять наркотики в Соединенные Штаты Америки. Это закончилось тем, что, по-моему, это была воздушно-десантная дивизия Соединенных Штатов. Они высадились в Панама-Сити, взяли в окружение, он скрывался, Норьега, в доме, или назвать его дворцом, папского нунция в Панаме. Вытащили его оттуда и посадили. Вывезли его в Майами и посадили его там на 40 лет, приговорили. Он отсидел, по-моему, 18 лет. Потом его экстрадировали во Францию, где ему впаяли еще 10 лет вместе с женой за отмывание денег, полученных от наркотиков. Ну, вот так. И потом раковое, онкологическое заболевание, и человека не стало. Вот поэтому коррупционерам всех мастей нужно помнить об этом. И я думаю, что если когда придет время разбираться, кто защищал страну, а кто в это время занимался мародерством, я думаю, что украинский народ будет однозначно на стороне сил света и добра, которые, когда придет время, наказать виновных. Таким образом, господа, вот если все это проанализировать, получается, то есть для Украины вот то, что слабые места были выявлены при помощи этих документов, они уже ликвидируются, это все как-то заплаты на этом месте ставятся. Есть колоссальнейшее преимущество, то, что за Украиной стоит коалиция из 50 стран, разведка непревзойденная, которая глубочайше проникла в святая святых врага,
Поэтому наибольше проигравший в этой ситуации – это Раша. И самое страшное, что у нее нет времени для того, чтобы исправить эту ситуацию. Ну и теперь самый-то главный вопрос, да, а кто же это все сделал? Ну, пока вот, судя по всему, это подросток какой-то шалопай. Но как он попал, как ему удалось это достать, я даже не представляю. То есть, может быть, это кто-то из юных хакеров, который как-то так вот хакнул удачно один из серверов Пентагона под названием... нет, это название, это, которое уже в Дискорде было. Вау-мау. То есть, это или новая поросль юных хакеров, или же, я думаю, скорее всего, это может быть второй Сноуден. Вы помните, да, этого контрактора ЦРУ и АНБ, который со своим лэптопом бежал через Гонконг в Москву и опубликовал огромное количество информации. Возможно, здесь где-то что-то похоже. Возможно, значит, чем человек был мотивирован? Ну, тем, что ему не нравилось, что Соединенные Штаты помогают Украине, что Соединенные Штаты не в хороших отношениях, то есть стали противниками России. Потому что вот если где-то и прослеживается российский след, то это, повторяю, вот первое, это то, что на втором этапе этот пакет документов попал в соцсеть и на серверы 4chan, это соцсеть или форум трампистов, самых отмороженных, и что вот буквально после того, как он попал с Дискорда вот в эту 4chan, и вот тут-то произошли изменения, тут, так сказать, и фактически материализовался российский след, когда они изменили цифры погибших со стороны ВСУ и, значит, Российской Федерации. Вот такая, господа, ситуация. Поэтому в целом я считаю, что в плане дискомфорта Россия, Кремль должны использовать сильнейший дискомфорт сейчас, накануне контрнаступления ВСУ. Что касается ВСУ Соединенных Штатов Америки, то, ну да, есть, конечно, неудобства, есть неприятности, но это, как говорится, лечится при помощи боржоми, что наверняка уже в значительной степени и сделано. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Хочу еще раз предупредить, что ситуация очень динамическая. Представители военного ведомства США не исключают, что могут появиться еще документы. Сегодня Guardian опубликовала статью, согласно которой три представителя Пентагона, анонимно, естественно, высказали мнение, что за этим всем стоит Россия. Но это так вот, просто высказали мнение, не объяснив, почему они так считают. Но, тем не менее, еще раз, ситуация динамичная, следим дальше за развитием событий, но пока силы света превалируют сегодняшнего дня над силами тьмы. Поэтому, дорогие друзья, как всегда, позвольте выразить свои восхищения вооруженными силами Украины. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг будет разбит, Мордор будет разрушен, как до этого Карфаген. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества, твердую веру в нашу победу, ну и ощущение, что силы добра, света на нашей стороне. До новых скорых встреч!